Привет всем болельщикам Virtus.pro и неравнодушным киберспорту. Сегодня особенное видео. Киберспортивный сезон окончен и пришло время подвести итоги этого года. Мы пообщаемся с игроками нашими и узнаем, что получилось, что нет, какие у нас планы на следующий сезон. Ответим на те вопросы, которые вы прислали нам в социальных сетях, и лучшие вопросы получат подарки от нас и наших партнеров. Друзья, Новый год — это время чудес и добрых дел. Наш клуб всегда с радостью поддерживает хорошие идеи о том, как помочь другим. И сегодня я и все наши игроки одеты в специальную одежду с доброшрифтом. В описании к этому видео вы найдете ссылку, по которой вы сможете приобрести этот товар, и все деньги пойдут на помощь детям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Сейчас мы поговорим с капитаном состава Rainbow Six, с Пашей. Привет, Паш. Добрый день, точнее вечер. Делай добро, будь частью команды. Безусловно. Год был непростой. Если сравнивать с прошлым, конечно, не будем кривить душой, многие вещи не получались. Как ты их видишь? В чем ты видишь ключевые, не знаю, плохие решения, либо почему мы оказались там, где мы сейчас? Я бы не смог дать, наверное, конкретный ответ на эту проблему, потому что очень большая совокупность каких-то факторов, и это даже местами не хочется оглашать, потому что это детский сад местами. Но я могу выделить прямо четкие проблемы. Я бы сказал то, что раньше у нас, когда мы играли в 2020 году, у нас были прям большущие зубы, мы вырывали победы, прямо дикие камбэки выдавали постоянно. То есть в BO1 это прям решает, безусловно. И если с 2020 годом сравнивать, то в 2021 мы хорошо играли только в первом стейдже Иула, а после этого мы больше особо и не показывали таких хороших результатов, типа то ли из-за маппула, то ли из-за того, что мы потеряли свои эти зубы, свой характер, не знаю в силу чего, возможно из-за замен в составе каких-то. То есть в 2020 году мы прям удачно вписывались в мету, то есть это вся эта shield мета, она была нам очень на руку, потому что, не буду врать, мы с Раском очень, мне кажется, большую работу произвели. Для команды мы очень сильно засетапили защиты. Мне кажется, впоследствии очень много людей начали копировать у нас это, то есть, потому что у нас были настолько сбалансированные сетапы и настолько продуманные, то что, я не знаю, там не хватало банально у людей утилити просто зачистить всю эту вещь и выиграть раунд как минимум. То есть мы в ту мету очень хорошо вписывались. Потом мета сменилась, мы потеряли свой хороший маппул качественный, мы распылились больше на большее количество карт, что, мне кажется, в тот момент мне казалось, что это хорошая идея, а впоследствии сейчас я думаю, что все-таки это была ошибкой, потому что, если смотреть на команды по типу Empire или BDS, они преимущественно не делают акцента на широкий маппул, они как раз убиваются в качество, и как BDS чемпионы Европы, Империя второе место Европы, то есть, они, наверное, что-то знают. То есть мы в этом моменте немножко схалтурили, будем честны. И даже не знаю, что еще добавить. Череда каких-то плохих решений, может быть, неправильный выбор игроков. Это все на самом деле очень сильно влияет. И даже суть не в том, что статистически, может, там кто-то не доигрывает, а просто ты не ловишь химию эту банальную. А на самом деле, киберспорт — это же все же спорт. И тут можно судить абсолютно так же, с той же колокольни, то, что у тебя в команде должна быть также эта хорошая химия какая-то, и чтобы люди друг друга чувствовали. Я тебе тогда, помню, рассказывал, либо тебе, либо Ване Лазарю, то, что раньше это все было, то, что с полуслова мы ловили друг друга, даже можно было ничего не говорить, мы все равно все чувствовали, то есть, все это было на каком-то next level. Собственно, и результат сам за себя говорил, то есть мы стабильно топ-4 выезжали, на каждый мажор выходили, то есть, все было классно. А потом как-то мы эту нить потеряли, и, собственно, отсюда такой, наверное, результат. Я уверен, что там еще больше проблем, но я уже... Какие-то фундаментальные. Да, это прям структурно, прям так сказать, по всем фронтам мы, наверное, потерялись и не смогли так и найти нить под конец года. Собственно, отсюда такой результат. Никуда не вышли, очень обидно, очень, как сказать...
so sorry перед фанатами, так сказать, но ничего не смог сделать, очень много работали, врать не буду, мы реально убивались сутками и пытались решать эти все проблемы, но, как видите, ничего не вышло, что очень обидно. Слушай, ну по цифрам на буткемпе вы провели в этом году порядка 120 дней. Мы делали там внутренний подсчет. Но вот давай возьмем год. Правильно, давай так, где у нас была лучшая химия? Когда был Amision Shockwave, либо мы считаем еще момент химии, когда уже за нас начал играть Милон? Я бы сказал Amision Shockwave, потому что, во-первых, у нас в тот момент очень сильно сиял костяк, то есть это я, Раск, ВТГ, они, но мы очень сильно играли, даже при том, что я как бы поддерживал роль капитана и главного вот этой форсирующей силы в команде, то есть все страты, все вот эти какие-то изменения, это все от меня исходило, и при этом я еще и играл на уровне там топ-5 рейтинга Европы, а то и там лучше даже, может, местами было, не помню. Ну, короче, топ-10 Европы я стабильно отыгрывал, и то есть у меня все матчи были стабильно. Также Раск и ВТГ, то есть они и форсировали, и двигались как-то, ну, то есть был какой-то заряд вот этот, так сказать, ну, ты только пришел в новый коллектив, в новую организацию, тебе надо себя показывать, плюс ты как бы взял нового игрока, у тебя вот этот медовый месяц, что ну, Да, так называемый. Да, он всегда есть, как бы тут ничего не скажешь. Ну, то есть у нас был очень сильный костяк, у нас были хорошие исполнители в лице Шока Амижна на тот момент, то есть, ну, в принципе, мы лучше не могли найти на тот момент людей, и нас, в принципе, устраивал такой состав, и нас как бы устраивали такие результаты. Но в конце концов мы пришли к выводу, что надо Амижина убирать, и, возможно, вот это уже было фундаментальной ошибкой. То есть, возможно, не стоило его убирать, потому что сейчас я смотрю на его цифры, и он индивидуально... Он шикарно играет. Да, он индивидуально очень хорошо играет. Я не знаю, подноготно, естественно, возможно, у него все те же проблемы, из-за чего мы его и убирали, но... Тем не менее, как бы чувак, мы его убрали, и он поднабрался опыта, поднабрался какой-то личной индивидуалки, и он сейчас очень хорошие цифры показывает, как бы молодец. У нас, получается, была замена, пришел Милон, потом к нам пришел Коржека, то есть мы его брали с учетом того, что он опытный игрок, да, то есть он должен был добавить, кажется, какую-то лидерской роли. У меня есть на этот счет ответ. Я тоже, честно говоря, думал, когда мы брали Жеку, то, что мы можем выстроить такую структуру, какая у них была в Империи. Ну, то есть я не был полностью ознакомлен, так сказать, исторически с тем, как они работали в Империи, Жека с Шепардом. Типа у них там как было? То, что Шепард дает условно, ну, они собирают информацию по карте, и вместе они как мозговой центр это анализируют и принимают какие-то решения там вдвоем условно. Или просто там Шепард собирает информацию, и Жека уже принимает решение. Ну, то есть мозговой центр команды как бы функционирует стабильно, то есть, ну, там, ну, сложно с таким, как сказать, лайнапом и с такой структурой какие-то неправильные решения принимать, когда у тебя два мозговитых человека в команде. Я думал, что мы можем, в принципе, такую же структуру построить, но я сначала не был знаком с этим. Я думал просто, мы возьмем Джеку как сильного индивидуального игрока. Когда я уже понял, то, что... Да, когда я уже понял то, что надо было все-таки Жеку использовать немного по-другому, ну, точнее, может, не то чтобы по-другому, но дать ему больше, так сказать, свободы слова, что ли, ну, чтобы он выражал свои мысли, потому что у него очень правильное мнение насчет игры, то есть у него взгляд, ну, то есть он максимально соответствует тому, что я хочу видеть от игроков в моей команде, то есть, ну, не знаю, то есть абсолютно правильный человечек, но мы его неправильно использовали. То есть, но при этом вы прошли через кучу этапов, я знаю, вы ротировали роли. Да, мы и очень Андризи много играл, играли. когда в ВТГ в Инактиве Да, был. это тоже Позициями. момент. То есть, мне кажется, мы перепробовали все, что ну, плюс-минус, наверное, можно было. Ну, я думаю, были еще какие-то варианты, всегда остается какой-то вариант. Не, они всегда есть. Но мы большую часть из них попробовали. Может, нам стоило просто побольше времени уделить конкретно каким-то моментам по ролям. То есть, условно, чтобы Жека там побольше играл на саппорте, или Жека, чтобы с самого начала играл на энтри. Ну, то есть мы здесь этот момент упустили немножко, но даже не знаю. Ну, мне кажется, вот ключевой фактор того, что мы ну, то, что Жека не раскрылся, свой потенциал, потому что, мне кажется, он очень много мог привнести. Но это вот то, что мы его неправильно использовали. То есть, ну, чувак с супер правильным пониманием игры мог больше намного дать. Но тут как бы уже вопрос ко мне и к тренеру, и к Раску. Ну, то есть мозговой центр как бы не сфункционировал как надо. То есть, ну, тут уже наш фейл исключительно. Но я, наверное, к этим вещам добавлю то, что я вижу, но здесь это субъективное мнение.
кажется, очень многих подкосил Six Invitational, когда Ой, мы на него безусловно. отобрались. Все, мы уже, это, по-моему, день был, когда в аэропорту ребята сдавали экспресс-тесты. Они приходят с положительным ковидом, мы понимаем, что мы уже никак не можем никого Я был в поменять. тот момент в аэропорту с Андреем как раз, то есть, ну, мы приехали в аэропорт заранее, чтобы удостовериться, что у нас ничего нет. Мы сделали экспресс-тест заранее, и так получилось то, что у Андрея показало положительный, и как бы, ну вот, я просто помню его лицо в этот момент, и это на самом деле очень, как сказать, обескураживает. Ну и самый прикол был в том, что, ну, так получилось, то, что у нас сначала заболел Раск, потом заболел Андрей, и мы даже с Андреем, когда это пракались, мы показывали неплохие результаты, мы играли с бразильцами, которые в итоге выиграли этот Invitational, то есть мы с ними играли на уровне даже с заменой, то есть у нас была хорошая форма, типа мы действительно могли показать хороший результат на этом Invitational или как-то закрепиться, как-то, может быть, набраться уверенности какой-то, потому Да, что 100%, когда ты к этому идешь в такое ну время. да, я просто вот свою карьеру расцениваю так, то, что мы когда катались еще под тегом Форзов на роли мажор, заняли там 3-е место, мы после этого сразу типа ехали как машина, просто ну, бешеная химия, вообще просто сносили все на своем пути, даже, ну я смотрю на, так сказать, на ту структуру, по которой мы играли, и это на самом деле далеко не, ну, не левел, то есть сейчас у нас намного все более по дисциплине и более, ну, так сказать, по-человечески, что ли. Ну, то есть намного сильнее и профессионально мы сейчас выстроили структуру. Но в то время нам этого даже не надо было. Мы просто уничтожали, я не знаю, что тут еще добавить. Ну, то есть мы, ну, не было конкуренции, на самом деле, такой сильной, но и при этом мы еще и доминировали прям жестко. Ну, то есть я бы сказал, то, что если бы мы съездили на этот Invitational, мы бы заняли там хотя бы, ну, не знаю, топ-8, потому что все европейские команды там зашли, ну, топовые, типа Империя и БДС, они зашли в топ-8 и дальше не прошли. Я думаю, мы могли бы спокойно занимать топ-8, я уверен на 100%, потому что это лан, это, ну, так сказать, глоток свежего воздуха спустя столько времени, когда ты не уходил на Да, ланы. сидишь в онлайне только. Да. И ты как бы... Прикол в том, что ну, мы даже в онлайне играли хорошо. То есть у нас в онлайне, ну вот, не буду, конечно, грешить там, как последний нытик, то, что пинг решает так жестко и так далее. Но просто прикол в том, что условно Империя играет с БДСами на лане, она их выигрывает, играет с ними в онлайне, проигрывает просто в щепки. Ну, то есть Империю надо потом собирать по кусочкам. Вот настолько это роляет. Ну, то есть я думаю, что на лане мы могли бы показать намного сильнее результат, чем мы показывали в онлайне, и плюс у нас тогда действительно была хорошая форма. Ну, то есть это прям вот сильно повлияло, на меня уж точно, потому что я после этого очень долго не мог собраться, найти свою игру. Я типа, ну, можно даже отчасти сказать то, что у нас такие фиговые результаты из-за того, что капитан сломался, типа. Но я знаю, что и в ВТГ было невероятно тяжело, он в инактив ушел. Но мне кажется, каждый, скажем так, каждый профессиональный спортсмен в какой-то этап жизни скажет, да не, все нормально, я уже пережил, но в глубине души ты просто вспоминаешь, как ты не долетел, не выступил, и ты чувствуешь какую-то там часть вины от этого. Но да, но это как бы этап прошел, мы сейчас оказались там в той ситуации, которая есть. Наши болельщики уже знают, да, потому что на момент, когда мы записываем это видео, мы выпустили анонс, что сейчас мы готовимся, да, к следующему сезону. И не факт, что у нас в составе все останется как есть, да, потому что мы будем тестировать различные вариации игроков, их связки для того, чтобы, ну, как бы и ребята верили в то, что будет успех. Я надеюсь, что мы с тобой продолжим. Я знаю, что у тебя есть и свои амбиции, цели. Это правильно, когда у каждого игрока есть. Мне хотелось бы продолжить, да, но посмотрим, как время сложится, как пройдут тесты. Там декабрь, январь, начало сезона в феврале. Непростой период, да, еще действительно решений никаких нет. То есть это процесс, где надо поработать. Давай на этой нотке заглянем в носок. Давай. Я знаю, у тебя много фанатов, которые из других стран, поэтому тебе придется читать на английском языке. Но давай переводи на русский и отвечай нам на русском. Держи. Это будет... 5 твоих вопросов. Забирай носок себе. Забираю носок себе. Пошерудить надо. Так, вот это. Так, заранее извиняюсь за мой великолепный английский. О, ну тут вопрос очень содержательный. Какой? Собака Ява ВВР.
Тильт есть? На русском вопрос, кстати, очень приятно. Тильт есть, ну, я так понимаю, это относится к нашим recently результатам, так сказать. Ну, К отборам, я думаю, да. даже ничего сказать не могу, ну, как бы все налицо, уже если вы смотрели вот первую часть ролика, вы понимаете, о чем речь идет, ну, это как бы очевидно. То есть с такими результатами, когда ты стабильно занимал там в течение полугода, занимал топ-3 места Европы, а даже больше, наверное. Ну, грубо говоря, в течение там, 9 месяцев ты был топ-3 Европы, и после этого ты падаешь на левел там, 6-го места в таблице, что вообще нифига не левел для нас, я считаю. Это немножечко, ну, так, Удручает. бьет, да. Давай следующий. Какие вопросы? Я чувствую, там все вопросы Душат будут по вообще, теме. ужас. Да ладно, чего уж там, заслужили. Так, окей. Собака R6 Camel. Верблюд непосредственно. What do you think is the main problem VP needs to work on to become a top 4 team again? Ну, что ты думаешь, нужно... Ой, какая, ты думаешь, главная проблема ВП, на которой надо поработать, чтобы стать опять топ-4? Да, вопросы, конечно... Химия, да? Вопросы, конечно, интересненькие. Ну, впрочем, да, все в первой части ролика есть, как бы то, что потеряли химию, надо ее заново поднять, потеряли, может быть, какую-то структуру, надо ее опять наработать, потому что как бы структура тренировок есть, но нету вот этого рвения бешеного к тренировкам, то есть вот этот момент тоже потерян, я думаю, его надо будет восстанавливать. Мета, как мета ощущается? Ну, я бы не сказал, что она суперсложная, к этому легко будет адаптироваться, если ты... Заряжены, да, вы все работаете как один Да, организм. да. То есть мы эту мету, ну, понимаем хорошо, у нас хорошие наработки по стратам. Я думаю, что, ну, можно что-то с этим делать. Ну, посмотрим, как сложится. Даже ничего, даже не знаю, что добавить. Вопрос содержательный. Давай следующий. Какой-то толстый вопрос. Сейчас тут я Может, там устану тебе что-то читать. нарисовали. Я бой Мэдмен спрашивает. How sexy is my cat on a scale of 1 to 10? Так, а там фотография кота есть? Нет, там нет фотографии кота. А как же, ну, это тяжело отвечать. Ну, смотри, все котики прекрасны, поэтому всегда говори 10. А, вот есть фотография. А у А, меня ну, зрение минус 500. Так, давай поближе. Ну, что тут добавить? Но кот явно не самый породистый, однако, как сказал Сергей, все котики попадают в рай, 10 из 10, как бы, годнота. Я посмотрю. Шикарная котейка. Шикарная котейка. Фотография грамотная. Вообще отлично. Всё. Давай еще 2 вопроса, Паш. Работаем. Так, Дилан 666 16 424. Это если бы Рамзе сыграл в Беверли-Хиллз 90-210. Давай. Какой-то тонкий рофл, я просто слишком молодой. Окей, who has the best music type? Я так понимаю, тут он имел в виду не type, а taste. Наверное, вкус, taste. да. У кого самый лучший вкус музыки? Да, у кого самый лучший в команде, и у кого самый ужасный, когда тебе просто стыдно вообще, что он включает в наушниках. Фу. Немножко можно его подушить. Да ну, честно говоря, не хочется грешить. Да давай. Ни на кого. Не, просто прикол в том, что у нас, ну, мы когда раньше, ну, когда у нас еще был Андрей у нас играл, ой, точнее не играл, а сидел на аналитике, когда у нас шок был, мы постоянно тусовались, и мы там слушали вообще все, что угодно, и как бы и русскую всякую, Глубокую посредственную, и посредственную, и глубокую, ну, короче, ну, меломанили, так сказать. Но я бы сказал то, что best music type у меня, потому что я постоянно форсировал всю эту движуху, мне кажется, да, но про самый худший я даже не знаю, что сказать, потому что я не знаю, что особо слушает Мелон, и я знаю, что слушает Жека, но он как бы примерно на моем левеле, так сказать. Ладно, давай топ-3 твоих трека, чтобы все понимали, как потом оценивать вкус. Просто давай исполнителей. Давай. Давай, Скриптонит классный, да, мне нравится Скриптонит. Ну ладно, я скажу то, что мне нравится группа Neighborhood, которая вот эта Sweater Weather песня. Да, я понял. Вот она очень классная песня, и группа вообще Послушать, короче. классная, да. И давай...
Фух, блин, боже, сложно. Ладно, скажу Салуки, потому что классный рэп. Рэп классный. Давай последний вопрос. И Хороший вопрос, мне понравился. Кота мы сразу... Претендент. Блин, ну Кот выиграет. Кот станет супер носком. Все, я это... Но ты там решишь, кто из них. Ну, я уже понимаю, то, что тут, если Кот не станет супер носком, то тут без вариантов. Тут Скажешь, что ты вообще не Да, человек, мне сразу как за ты шеей можешь. это жестко. Вот это длиннейший вопрос, конечно. Мистер Хибавейра спрашивает, как вы готовитесь к 2022 сезону? Ну, пока не будем на этот момент отвечать. Мы не видели Коржеку на последних SI-квалах. Он все еще в составе. Ну, насчет первого вопроса, как вы готовитесь к 2022 сезону, я скажу то, что, ну, в принципе, я уже отвечал на этот вопрос в ходе других вопросов. Ну, то есть будем стараться находить какую-то игру, будем много тестить, наверное. Может быть, даже и без меня, не знаю, посмотрим. Ну, это все как бы очень большой трудоемкий процесс, и все это займет много времени, поэтому тут нельзя дать однозначный ответ на этот вопрос. Мы не видели Коржеку на последних SI-квалах. Да, он все еще в ростере, но опять-таки это все будет теститься очень много, и будем решать уже. Насчет ВТГ и Андризи, тренера игрока, ну, смены позиций в начале стейджа 3 в июле. Почему команда поменяла свое мнение после 2 плейдеев и вернули ВТГ обратно в команду? Ну, все просто, на самом деле. Мы когда поиграли с Андреем, мы, в принципе, понимали то, что Андрей, ну, потенциально может раскрыть себя и может показать свой левел, потому что, ну, все время, так сказать, что он как-то присутствует в компете, он проводил с нами по факту, потому что, ну, грубо говоря, мы его воспитали, то есть есть какая-то определенная вера в него, потому что ты его воспитал. То есть это... Не, он толковый парень. Безусловно. Я каждый раз, когда приезжал на буткемп, Андрей всегда очень хорошее впечатление. Да, ну и прикол получился такой, то, что мы первые 2 игры просто жутко провалились. Я бы даже не сказал, то, что проблема была исключительно в Андрее. И, ну, то есть там все играли не на свой уровень. Ну и мы после того, как провалили первые 2 игры, мы понимали уже то, что ситуация патовая. И как бы у нас был провален первый стейдж. И, ну, то есть мы там заняли 6-е место, то есть мы очень мало поинтов набрали. То есть мы в таблице по SI поинтам там были, ну, вообще, ну, в плохом месте. То есть надо было какие-то решения принимать после вот этих 2 плейдеев. И мы приняли решение, то, что ВТГ, наверное, все-таки стоит вернуть на позицию игрока, потому что, ну, у чувака просто миллиард опыта. Я с ним играю вообще с самого начала своей карьеры. Типа я уже знаю его там лет 5, наверное, а то и больше. Ну, то есть, ну, я прекрасно понимал то, что человек с таким большим опытом и пониманием игры, с такими толковыми колами местами, то есть, как бы даже если учитывать то, что я капитанил, то у нас всегда могли и Раска, и ВТГ что-то добавить свое. То есть... Но у вас была, да, такая модель, когда вы дополняли друг друга, это факт. Да, и мне в принципе нравилось, и я, когда вот ВТГ не стало, так сказать, с нами в качестве игрока, я почувствовал какой-то вот недостаток вот этой информации, и мы поняли в итоге то, что после вот этих 2 плейдеев, то, что надо все-таки попросить ВТГ вернуться, как минимум вот доиграть вот этот стейдж, а может доиграть год, и он, в принципе, сказал то, что он достаточно, так сказать, посидел, поразмыслил, отдохнул. И готов. Да, и готов. Ну и он, собственно, ворвался, и мы начали выигрывать. Возможно, этого было недостаточно. Ну, скорее всего, Не, но тенденция была, и тут да. это глупо отрицать. То есть сам факт того, что мы начали после этого выигрывать, он как бы дает, ну, показывает то, что есть результат какой-то от этого изменения. Спасибо, Паш. С наступающим тебя. Тяжелый год, но следующий будет интересней и, я думаю, проще. Надеемся на это. С наступающим.